Приветствую вас на канале «Книги, истории, факты». В этом видео я хочу рассказать 150 малоизвестных фактов, которые вы даже не знали. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео. Это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, чтобы ничего не пропустить, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. Старинный японский обычай йобаи появился примерно во второй половине 16 столетия. Парень мог ночью пробраться в комнату понравившейся ему незамужней девицы и предложить ей близкие отношения. Это было своеобразное сватовство, которое могло при достижении консенсуса перейти в продолжительные отношения и даже в официальный брак. Девушка могла как согласиться, так и отказаться от предложения. В случае неудачи ночной гость должен был также тихо покинуть чужой дом тем же путем, через который проник в него. Да, один нюанс, чтобы сам объект вожделения и ее родители не спутали жениха с вором и случайно не рубанули мечом, на йобаи парни отправлялись совершенно без одежды. Это красноречиво говорило о намерениях ночного визитера и предоставляло ему очень нужное иногда алиби. Сами родители девушек относились к традиции положительно и даже специально оставляли двери в дом не запертыми, а собак на привязи. 2. В XIX веке в Испании жил Бенито Альварадо, который пользовался огромной популярностью среди женщин, с которыми общался. Несмотря на свою необычную внешность и врожденную дистрофию, он умудрялся покорить сердца почти половины женщин Каталонии. Он разрушил множество семей, ведь каждая девушка, проведя хоть немного времени с ним, оказывалась соблазненной. К сожалению, Бенито погиб от рук мужей обманутых жен. Его тайну знала лишь одна женщина, его мать. Она рассказала, что Бенито был парфюмером и создал духи с самым сильным в мире феромоном. 3. Эффект Бэтмена. Во вполне уважаемом журнале Mental Health Research вышла научная статья, где авторы показали, что когда в метро заходит беременная женщина, ей уступают место почти в 2 раза чаще, если в этот момент рядом стоит человек в костюме Бэтмена, чем когда его нет. Авторы прокатили даму с животом в миланском метро в час пик 138 раз. В 70 из которых на расстоянии 3 метров от нее стоял человек в костюме Бэтмена. Супергерой с дамой никак не коммуницировал и не выглядел как имеющий к ней какое-то отношение. Когда Бэтмена рядом не было, девушке уступили место в 37% случаев, в присутствии Бэтмена в 67%. Объясняют эти результаты авторы, правда, не боязнью получить люлей от супергероя, а тем, что когда вокруг происходит что-то неожиданное, например, Бэтмен, повышается восприимчивость людей к окружающему миру и усиливается их чувствительность к потребностям других. Однако это лишь гипотеза. 4. Пара в Вудстоке, 1969 год. Всего через 48 часов после знакомства. И они же 50 лет спустя. Джуди и Джерри Гриффин долгие годы искали тот самый кадр с легендарного фестиваля и нашли его лишь спустя полвека в документальном фильме «Woodstock – 3 Days That Defined a Generation». Иногда любовь успевает начаться раньше, чем камера успевает это осознать. 5. Бросок века. Летние Олимпийские игры, Германия, 1972 год. Вильфрид Дитрих, весивший около 118 килограммов, умудрился оторвать от земли огромного 200-килограммового Криса Тейлора и бросил его на ковер через себя. Это был невероятный и чрезвычайно рискованный прогиб. Американец просто не ожидал ничего подобного, упал на спину и потерпел досрочное поражение.
Проиграв, Тейлор бросил фразу, которая вмиг разлетелась по газетам всего мира. «Не думал, что в мире есть человек, который сможет оторвать меня от ковра и бросить, но я ошибался». Шведский фотокорреспондент Улли Сейбольд успел нажать на кнопку своего аппарата в самый нужный момент той схватки и получил заслуженную премию за лучшее фото Олимпиады. 6. Этот снимок был сделан в 1946 году. На нем изображен Кен Шимидзу, мужчина, которому в тот момент было 35 лет, и он уже имел 2 детей. Кен никогда не занимался бегом, спал столько, сколько хотел, и ел без ограничений. Он даже предпочитал пенное воде. Каждый вечер его ждал богатый выбор блюд на ужин. В чем же секрет его удивительного телосложения? Его секрет заключался в том, что он просто жил в свое удовольствие. Кен Шимидзу можно увидеть в левом нижнем углу фотографии. А вот кто находится в центре, к сожалению, мы не знаем. 7. Слон в Таиланде зашел в супермаркет, ничего не сломал и не уронил, аккуратно взял любимые конфеты и удалился. Хороший покупатель. Местные говорят, этот слон тот еще хулиган. Раньше он приходил к этому магазину, получал от продавцов немного сладостей и уходил. Но в тот день на смене был новичок. Он еще не понял всех тонкостей работы и не дал слону положенные конфеты. Нашему герою пришлось все делать самому. 8. 27-летний безработный канадец Кайл Макдональд обменял канцелярскую скрепку на жилой дом. Летом 2005 года он нашел в сети человека, готового отдать за его скрепку деревянную шариковую ручку в виде рыбки. Человек был вегетарианцем, поэтому ручка ему не нравилась. Эту ручку Макдональд вручил дизайнеру, получив взамен необычную авторскую дверную ручку. Ее он обменял на походный примус, а примус — на электрогенератор. Генератор — на неоновую рекламу и бочку пива. Это добро Кайл поменял на снегоход, а его — на туристическую путевку. Путевка была обменена на старенький минивэн, тот, в свою очередь, на контракт со звукозаписывающей компанией, за который начинающая певица предложила Макдональду годовую аренду своего коттеджа в Колорадо. Затем он нашел человека, готового отдать за колорадскую ренту право пообедать с рок-звездой Элисом Купером. Обед канадец променял на коллекционный стеклянный шарик с фигурками группы Kiss внутри. Именно этого шарика не хватало продюсеру Корбину Брэнсону для полноты его 6000-ной коллекции. За редкий экземпляр Брэнсон предложил Кайлу роль в своем новом фильме. Мэр маленького города Киплинг, всю жизнь мечтавший о Голливуде, согласился отдать за роль двухэтажный особняк, куда Макдональд и въехал в августе 2006 года. 9. Нганасаны – малочисленный народ, один из коренных народов Таймыра. Проживают в основном на территории Таймырского района Красноярского края. Считается, что предки народа появились на этих землях еще в эпоху ледникового покрова. Традиционная религия – анимистический пантеизм, шаманизм. Нганасаны верят в существование духов-хранителей, которые делятся на женские и мужские. Традиционное жилище – юрта, чум, из деревянного каркаса, покрытого шкурами оленей или других животных. Основу национальной кухни составляют блюда из оленины, рыбы. Нганасаны говорят на нганасанском языке, который относят к северной ветви самодийской группы уральских языков. 10. В Бразилии супружеская пара за 20 лет посадила 2 миллиона деревьев, вернув 172 вида птиц, 33 млекопитающих, 15 земноводных, 15 рептилий и 293 вида растений. Их должен знать весь мир. Это Лелия Ваник и Себастьян Сальгадо. 11. Примерно по такой схеме
распиливается дерево. Это максимально эффективное использование древесины. Досками считаются пиломатериалы толщиной до 10 см и шириной более двойной толщины. В России первые лесопилки появились в 1690 году. Это была так называемая пильная водяная мельница. Петр I стимулировал строительство лесопилок. При нем их было построено более 30. А до этого доски вытесывались из бревен с помощью топоров. 12. Джон Прист был одним из 150 кочегаров на «Титанике». Он выжил, хотя получил сильное обморожение. За год до этого Прист работал кочегаром на близнеце «Титаника» Олимпике, который столкнулся с крейсером «Хоук». Прист выжил. А еще перед этим Джон Прист работал на корабле «Астурия», чей первый же рейс тоже закончился столкновением. Прист выжил. После начала Первой мировой Прист нанялся на торговое судно «Алькантара», которое затонуло после атак немецкого парохода «Грейв». Прист выжил. Прист начал работать на «Британике», третьем трансатлантическом лайнере класса «Олимпик». Корабль подорвался на немецкой мине и затонул. Прист выжил. Следующим кораблем было госпитальное судно «Донегал», который потопила немецкая подводная лодка. Прист выжил, но на работу его больше никто не брал. 13. Национальный парк Секвойя в Калифорнии. Здесь растут самые массивные деревья на планете – гигантские секвойи. Самый известный из них – генерал Шерман, считается самым большим деревом в мире по объему. В парке находится гора Уитни, самая высокая точка США за пределами Аляски – 4421 метр. Секвойям нужен огонь, чтобы выживать. Лесные пожары помогают их шишкам раскрываться и запускать рост новых деревьев. Зимой некоторые тропы превращаются в снежные маршруты, где гуляют на снегоступах среди деревьев высотой с 25-этажный дом. В парке обитают черные медведи, но нападения редки. Они гораздо больше интересуются запахами еды, чем людьми. Из-за минимального светового загрязнения секвойя – отличное место для наблюдения Млечного Пути. 14. Мануты Бол – самый высокий игрок в истории НБА. Рост Мануты Бола составлял 2 метра 31 сантиметр. Даже среди профессиональных баскетболистов он выделялся с необычайно длинными руками, узкими плечами и впечатляюще высоким силуэтом. На фотографиях рядом с обычными людьми он выглядит почти нереально. Двери кажутся маленькими, кровати короткими, машины тесными. Это не просто ракурс, его рост действительно был настолько впечатляющим. Мануте Бол родился в Судане, в племени Динка, где высокий рост не редкость, но его параметры были исключительными даже для этого народа. В НБА он не прославился как основной бомбардир, однако стал легендой благодаря способности блокировать броски и вошел в историю как один из лучших защитников соперников своего времени. 15. Океанографический музей Монако – одна из главных достопримечательностей княжества. Вот уже 100 лет занимается распространением знаний, любви и защитой океанов. Аквариумы, произведения искусства и океанографические приборы составляют богатую вселенную этого учреждения, которое организует мероприятия и выставки круглый год. Это идеальное место, чтобы узнать все о морской жизни и об окружающей среде, которая так важна для нашей планеты. 16. Ла-Плата – город, который кажется нарисованным линейкой. Основанный в 1882 году в Аргентине и спроектированный инженером Педро Бенуа, он стал воплощением идеи идеального города. Строгий квадрат улиц, пересеченных великими диагоналями, создает геометрическую гармонию, редкую даже для Нового Света. В самом сердце площадь Морено.
Здесь неоготический собор и мэрия выстраиваются в идеальную ось, где сходятся диагонали и площади, словно линии судьбы, образующие символический центр города, заслужившего прозвище «город диагоналей». Но за этой математической симметрией скрыта живая философия. План Бенуа не был просто чертежом. Он вобрал дух модернизма, заботу о человеке и природе. Каждые 6 кварталов – общественная площадь. Улицы и зеленые аллеи образуют дыхательную систему города, а продуманная биоклиматическая логика позволяет архитектуре работать в согласии с климатом. Ла-Плата – не просто город на карте. Это редкий пример того, как инженерная точность и гуманистическая мечта о гармоничном обществе могут сплестись в единую форму. 17. Некоторые медведи демонстрируют удивительное, почти человеческое поведение. Они могут долго сидеть неподвижно, просто глядя на озера, леса или горные вершины, словно наслаждаясь красотой вокруг. Фотографам не раз удавалось запечатлеть эти тихие моменты. Животные будто ничего не делают, кроме как любуются видом. Ученые пока не пришли к единому мнению, что именно стоит за таким поведением. Возможно, это форма отдыха, способ внимательнее следить за обстановкой или даже нечто более глубокое. Известно, что медведи очень умные и социальные существа. Они умеют играть, помнить на протяжении многих лет и даже переживать горе. Все это наводит исследователей на мысль, что за этими мирными паузами может скрываться большее, чем мы пока способны объяснить. 18. В китайской провинции Юнань маленький мальчик по имени Ван Фуман, позже известный всему миру как «мальчик-лед», прошел 5 километров по морозу в минус 9 градусов Цельсия, чтобы сдать финальный экзамен. Когда он вошел в класс, его волосы и брови были покрыты инеем, а щеки горели от холода. Учитель сделал фото, не подозревая, что этот кадр тронет сердца миллионов людей по всему миру. Снимок стал символом детской силы духа и стремления к знаниям, несмотря на трудности. После публикации истории на школу Вана обрушилась волна поддержки, собрали около 3 миллионов юаней, 450 тысяч долларов, на обогрев, одежду и улучшение условий обучения. Позже, посетив Пекин, мальчик сказал: «Дома мы спим в куртках, а здесь можно ходить в одной рубашке. Отопление – это чудо». История мальчика-льда стала напоминанием о стойкости, благодарности и о том, как легко мы забываем, что то, что для нас обыденно, для других – мечта. 19. Моль заморская, белая и мохнатая. Венесуэльский, так сказать, пудель-мотылек поражает своим пушистым, почти игрушечным видом, из-за чего многие сначала думают, что это нереальное существо. Его впервые сфотографировали в 2009 году в регионе Гран-Сабана, известном редкими экосистемами. Ученые предполагают, что он относится к семейству пестрянок, но вид до конца не подтвержден, так как наблюдений очень мало. Редкость и необычный облик этого насекомого подчеркивают, сколько еще неизученных видов скрывается в удаленных уголках природы. Не может не радовать тот факт, что у этой моли шуба уже есть. 20. Галапагосские острова. Это удивительное место в Тихом океане, одно из самых поразительных на планете Земля. Эти слова вовсе не являются преувеличением, поскольку Галапагосские острова – дом для видов животных, которые не встречаются больше нигде в мире. Архипелаг состоит из 13 островов, сформировавшихся за последние 5-10 миллионов лет. Считается, что это место служит наглядным доказательством теории эволюции Чарльза Дарвина, так как удаленность островов от остального мира заставила их обитателей развиваться совершенно иным путем. И, наконец, но не в последнюю очередь, обязательно стоит выделить достаточно времени, чтобы познакомиться с Галапагосами. Независимо от того, на каком острове вы находитесь, уникальную природу архипелага невозможно пропустить.
Многие местные агентства предлагают походы по тропическим лесам островов. Самое уникальное, что можно увидеть во время таких переходов, это слоновая, гигантская черепаха. Эта знаменитая пресмыкающаяся обитает исключительно на Галапагосах. Слоновая черепаха – крупнейшая черепаха на планете, и считается, что ее возраст может достигать 200 лет. К сожалению, это впечатляющее животное находится под угрозой исчезновения. Причина, разумеется, человек. В XVIII-XIX веках численность черепах достигала около 250 тысяч особей, но чрезмерная охота поставила вид на грань вымирания, и сегодня, по оценкам, осталось около 15 тысяч особей. 21. В суровых водах Охотского моря разворачивается удивительное зрелище – прогулка гренландских китов. Эти гиганты преодолевают тысячи километров, чтобы добраться до богатых кормовых угодий в бухте Врангеля. Гренландский кит обитает в полярных районах северного полушария. Максимальная длина – самки до 22 метров, самцы – 18 метров. Масса взрослого животного – от 75 до 100 тонн и даже 150 тонн. Ныряет на глубину до 200 метров и может оставаться под водой до 40 минут. Средняя скорость около 20 км в час. 22. Знаете ли вы, что большая часть России находится в состоянии глубокой заморозки? Примерно 65% территории нашей страны занимает вечная мерзлота – криолитозона. Это не просто замерзшая почва, а уникальный природный феномен, который определяет облик целых регионов от Кольского полуострова до Чукотки. Что такое вечная мерзлота? Научно это называется многолетние мерзлые грунты. Это слои земли, камней и льда, температура которых не поднимается выше 0 градусов Цельсия на протяжении как минимум 2 лет подряд. В некоторых местах Якутии толщина этого ледяного панциря достигает 1500 метров в глубину. 23. Главный отморозок среди тигров в Индии – четко-матка. Как-то он убил подряд 2 тигров-соперников, а через неделю победил тигра, убившего его отца. Навряд ли им двигало чувство мести, просто четко-матка любит старое доброе насилие. День без драки для него – зря прожитый день. Кстати, его имя переводится как «глиняный горшочек». Зоолог, наблюдающий за горшочком с рождения, описывает подопечного. Он родился в луже крови и бензина, его плоть рвали на части зубы соперников и рога буйволов, но он, просто неубиваемый. Четко-мотка обитал в Тадобе, месте, где тигров много, причем самцов больше, чем самок. Между самцами постоянно происходят столкновения. В таких жестких условиях четко-матка смог отвоевать себе огромную территорию и удерживал ее много лет. Сейчас он на пенсии. Зоологи поймали и отвезли уже пожилого горшочка в убежище для диких животных. Было решено, что легендарный тигр заслуживает спокойной старости. 24. Знаете ли вы, что многие места из вселенной Дисней существуют и в реальности? Вот несколько удивительных уголков, которые вдохновили создателей знаменитых фильмов. Самые волшебные миры Дисней рождаются в воображении, но многие из них опираются на реальные прототипы, особенно замки и архитектурные шедевры, напоминающие страницы старинных сказок. Сопоставляя анимационные миры с их реальными источниками вдохновения, можно увидеть тончайшее мастерство художников, создающих магию. И так же, как культурные символы и памятники вдохновляют поколения, эти места продолжают жить не только в истории, но и в сказочных историях, наполненных красотой и смыслом. 25. Хижина Сольве
высокогорная хижина, которая находится на северо-восточном гребне горы Маттерхорн на высоте 4003 метра над уровнем моря. Маттерхорн расположен на границе Швейцарии и Италии. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. 26. Эти карты выделяют высоту каждого континента в едином виде, от самых высоких вершин Азии до широких низин Африки. Яркие цвета прослеживают за поразительными сдвигами местности по всей планете, захватывая все, от Гималаев до Анд, от засушливых пустынь до прибрежных равнин. 27. Стив Джобс ездил только на автомобилях марки Mercedes-Benz SL55 AMG, причем без номерных знаков. Дело в том, что по калифорнийским законам на установку номеров дается целых полгода. Джобс заключил договор с одним автосалоном, согласно которому каждые полгода он брал новый SL55, а старый возвращал обратно. Выгода автосалона заключалась в том, что побывавший под управлением Джобса автомобиль можно было продать дороже, чем новый. 28. Рогатые зайцы – миф, шутка или открытие века? Когда-то рогатый заяц казался очередной ковбойской байкой. На открытках Дикого Запада изображали смешных зверей с оленьими рогами – джекалопов, вольпертингеров, рассельбоков. Никто не думал, что за легендой стоит реальная биология. Но в 20 веке охотники в США начали находить зайцев с настоящими рогами на голове. Так родилась одна из самых поразительных историй современной науки. Американский вирусолог Ричард Шоуп изучил этих животных и понял, рога не кости, а опухолевые выросты, вызванные неизвестным вирусом. Ученый провел смелый эксперимент, втер экстракт рогов в кожу здоровых кроликов, и у них появились такие же наросты. Так впервые доказали, что опухоли могут быть вызваны вирусами. Это был научный прорыв 1930-х годов. Оказалось, что рогатые зайцы страдают от папилломавируса, родственного вирусу папилломы человека, ВПЧ. У зайцев он вызывает ороговевшие бородавки, а у людей иногда приводит к образованию раковых опухолей. Именно изучение джекалопов позволило понять вирусную природу этих заболеваний и создать вакцину против ВПЧ, которая сегодня спасает миллионы жизней. Где живут рогатые зайцы? Папилломавирус давно живет в популяциях диких американских зайцев. Он передается через укусы насекомых и обычно не опасен, со временем наросты отпадают сами. Иногда при слабом иммунитете они вырастают слишком большими и мешают животному питаться. Периодически случаются вспышки, но в новостях появляются фото рогатых зайцев-зомби. Но ученые успокаивают, людям они не страшны. Так сказочный джекалоп стал настоящим героем науки. Из фольклорного монстра он превратился в модель, благодаря которой мы узнали, как вирусы вызывают рак и как это предотвратить. В заключение прикладываю реальное фото таких зайцев. 29. Азорский капюшон – это не просто традиционная одежда, а целый культурный артефакт с Азорских островов. Его носили женщины до 1930-х годов, и он производит впечатление, словно из другой реальности, будто чужой решил прогуляться по старинным улочкам Атлантики. 30. Гора Эверест – самая высокая гора в мире по измерению уровня моря, стоящая на высоте 8848,86 метров. Однако настоящий гигант – Мауна-Кеа на Гавайях. Поднимаясь со своего основания на дне океана, Мауна-Кеа достигает общей высоты 10 210 метров, примерно на 1400 метров выше Эвереста. Тем не менее, только 4207 метров из него выходят над уровнем моря, оставляя большую часть его массивного сооружения скрытой под Тихим океаном.
Хотя Эверест носит титул самой высокой вершины над уровнем моря, Мауна-Кеа является самой высокой горой Земли по измерению от основания до вершины. 31. Пришло время познакомиться с морским зайцем. Он слизень, беззлобный, неспешный. Он просто скользит по дну океана, как пушистая мысль в тишине, и приносит радость каждому, кто его встретит. 32. Цисай – не выдумка художника, а настоящая панда, будто шагнувшая из сказки. Он живет в Китае под заботой ученых и выделяется редчайшей окраской. Коричнево-белый мех – результат уникальной генетической особенности, открытой совсем недавно. Цисай родился в горах Цинь-Линь, единственном уголке планеты, где встречаются такие необычные панды. Настоящее чудо природы. 33. Маршрут 50. Самая одинокая дорога в Америке. Идеальная для эпического бегового приключения, сочетающего в себе живописную красоту, историю и прикосновение таинственности. Вот несколько интересных фактов об этом маршруте. Пересекает всю Америку. Простирается почти на 5000 километров от Оушен-Сити, штат Мэриленд, на восточном побережье, до Сакраменто, Калифорния, на западе. Это одна из немногих автострад, которая дает вам настоящий опыт от побережья до побережья. Это самая одинокая дорога в Америке. Шоссе 50 заработало этот титул в 1986 году, когда журнал Life назвал участок через Неваду таким из-за своих отдаленных пустынных пейзажей. По иронии судьбы, это стало огромным розыгрышем для искателей приключений. Шоссе 50 имеет исторические корни. Оно идет по частям шоссе Линкольна, первой трансконтинентальной дороги Америки, основанной в 1913 году. Вы буквально едете по кусочку истории. Кроме того, вас ждут разнообразные пейзажи. Путешествие по маршруту 50 проводит вас через все, от оживленных городов, таких как Вашингтон, округ Колумбия и Сент-Луис, до бесконечных пустынь Невады и величественных скалистых гор в Колорадо. Вы проедете мимо нескольких городов-призраков, остатков горного розыгрыша Дикого Запада, таких как Аустин и Эврика, где время, кажется, остановилось. Самая высокая точка трассы 50 пересекает туннель Эйзенхауэра в Колорадо, который является одной из самых высоких точек в системе автомагистралей США на высоте более 3000 метров над уровнем моря. Участок 50 шоссе в Неваде проходит через Вирджинию-Сити, где Марк Твен начал свою карьеру писателя. По пути можно посетить его бывшее обитание. А может быть, вы любите горы и океаны? Начните свое путешествие в Атлантическом океане в Мэриленде и завершите свой путь рядом с Тихим океаном в Калифорнии, увидев все, что между ними происходит. 34. В Шотландии красная дверь в доме означает, что хозяева расплатились по ипотеке. Это старинная традиция. Счастливые владельцы хотят, чтобы все соседи знали, что дом принадлежит лично им, и поэтому красят дверь в красный цвет. 35. Японцы выпустили идеальное одеяло со специальным вырезом для головы, благодаря которому можно ворочаться сколько угодно, но все равно оставаться укрытым. Также это полезно для терморегуляции. 36. Китайские ученые действительно разработали инновационный медицинский клей Bone-02, который заживляет сложные переломы за 2-3 минуты вместо месяцев. Технология уже успешно опробована на более чем 150 пациентах. Принцип действия. Клей вводится с помощью одной инъекции через небольшой разрез, около 2-3 см, и скрепляет костные фрагменты за 2-3 минуты. После нанесения смесь, состоящая из белого порошка и реакционной жидкости, превращается в гель молочного цвета, который прочно фиксирует перелом. Материал выдерживает нагрузку до 180 кг,
а также полностью рассасывается в организме за 6 месяцев, что исключает необходимость в повторной операции. 37. Здания Венеции возведены на уникальном фундаменте, состоящем из сотен и даже тысяч деревянных свай, вбитых вертикально в дно лагуны. Эти сваи, обычно изготовленные из дуба, лиственницы или сосны, загонялись до плотного глинистого слоя, который служил устойчивым основанием. Сверху устанавливали горизонтальные балки, образуя вторичный фундамент. Эта конструкция распределяла вес здания равномерно. Затем клали слой истрийского известняка, камня, устойчивого к морской воде, на который возводились кирпичные стены и арки. Благодаря низкому содержанию кислорода в воде древесина не гнила и со временем становилась твердой, почти как камень. Именно сочетание деревянных свай и каменного основания позволило этим зданиям сохраняться веками, несмотря на водную среду. 38. Интересное наблюдение. Все страны мира, начинающиеся на букву «И», английское «I», расположены практически на одной прямой. От Исландии на северо-западе через Ирландию, Италию, Израиль, Иран, Ирак, Индию и вплоть до Индонезии, все они выстраиваются в удивительно аккуратную линию. 39. Знаете ли вы, что в Англии существуют особенные стены, которые строят не прямо, а волной? Их называют crinkle-crankle walls. Эти необычные изгибающиеся стены можно встретить в графстве Саффолк и некоторых других регионах страны. На первый взгляд кажется странным. Зачем тратить столько кирпича и сил, чтобы построить стену не прямой, а волнистой? Но секрет прост. Такая форма делает стену гораздо прочнее. Изгибы работают как арки и распределяют нагрузку, поэтому даже тонкая стена становится устойчивой к ветру и давлению земли. История уходит в XVIII-XIX века, когда такие стены часто возводили в садах и поместьях. Они не только красиво смотрелись, но и помогали растениям лучше получать солнечный свет. Волна словно обнимала сад, создавая уют и особую атмосферу. Сегодня crinkle-crankle используют и в современном дизайне, только теперь это уже не кирпич, а 3D-панели для интерьера с волнистыми узорами, которые играют светом и тенью. Такой эффектный элемент делает пространство стильным и при этом спокойным. Интересно, что волнистая стена может быть тоньше и экономичнее, чем обычная прямая. Ей не нужны 2 слоя кирпича. Красота и практичность в одном решении. Получается, что crinkle-crankle — это не просто стена, а настоящее искусство, где встречаются математика, архитектура и эстетика. 40. Стая кашалотов спит посреди открытого океана. Удивительно, но кашалоты спят вертикально. Лишь недавно ученым удалось детально изучить особенности сна этих животных. Кашалоты заплывают на глубину 10-15 метров, задерживают дыхание и засыпают. Выглядит это просто потрясающе. Сон у них очень глубокий. Если на поверхности воды плывет корабль или рядом с ними проплывет аквалангист, кашалоты не обратят никакого внимания. Высыпаются кашалоты за 15 минут, и после этого снова полны энергии и отправляются на поиски пищи. Так они могут спать несколько раз в сутки, но в целом кашалоты остаются рекордсменами среди млекопитающих по минимуму времени, которое они тратят на сон. Кашалоты спят лишь 7% времени. На втором месте жираф с 8%. Человек, как мы все с вами прекрасно помним, спит около 8 часов. Это 30%. Человек находится примерно посередине списка, потому что есть много млекопитающих, кто спит намного больше. 41. 22 июля 2018 года Анджей Баргейль поднялся на вершину К2
8611 метров, один, без кислорода и гидов, чтобы совершить то, что до него не удавалось никому. Первый в истории полный лыжный спуск с К2. Мечта родилась еще в 2015 году, когда он смотрел на К2 с Броуд-пика. Попытка 2017 года закончилась на высоте 6500 метров, но в 2018 он вернулся, сильнее, опытнее и подготовленнее. Акклиматизация прошла на хребте Гашер-Брума-2 и на самом К2. В день восхождения Баргиель вышел из лагеря третьего в одиночку, его напарник Януш Голуб получил травму. В 11:30 он стоял на вершине. Впереди его ждал главный вызов – спуск. Один, без кислорода, сквозь туман, лавиноопасные участки, обрушившиеся сираки, по опасным маршрутам вроде траверса Месснера и линии Кукучка-Петровски он двигался вниз на лыжах. Через 7 часов Анджей достиг ледника Годвин-Остон. Измученный, дрожащий от усталости, но победивший, он доказал – невозможное возможно. До Анджея Баргиеля никто никогда не спускался на лыжах с К2. 42. Алмаз-Шах – один из самых известных в мире, найден в XVI веке в Индии. Покрыт 3 именами владельцев – Бурхан-Низам-Шах II, 1591 год, Джахан-Шаху, 1641 год и Каджар-Фатх-Али, 1824 год. А теперь о гравировке. Поцарапать алмаз можно только другим алмазом или алмазной крошкой, но ровная борозда и тонкие линии гравировки такой способ исключают. Есть любопытный метод. Если прислонить к алмазу нагретое до высоких температур железо, оно растворит в себе углерод, буквально проедая камень на 1/3 мм в час. Есть версия, что первые 2 гравировки с именами владельцев сделаны именно так. Откуда у индийцев появились знания о таком методе в XVI веке, остается только гадать, тем более что остальной мир открыл для себя этот способ только в 1980-х годах. 43. Трибуле был шутом Людовика XII, короля Франции с 1498 по 1515 год. Он, пожалуй, наиболее известен тем, что шлепнул короля по заднице. Этот поступок сильно разозлил короля, и он пригрозил казнить Трибуле. Когда король успокоился, он решил пощадить жизнь Трибуле, если тот сможет придумать извинение более оскорбительное, чем то, что он только что сделал. Трибуле продолжал: «Мне очень жаль, Ваше Величество, что я не узнал вас. Я принял вас за королеву». Хотя ответ Трибуле был умным и даже более оскорбительным, он нарушил приказ, запрещавший кому-либо высмеивать королеву. Король решил утвердить казнь, но позволил выбрать, как он умрет. Когда на кону стояла его жизнь, Трибуле ответил: «Добрый сир, ради святого Нитуша и святого Пансара, покровителей безумия, я предпочитаю умереть от старости». Безмолвный король ничего не мог сделать, кроме как рассмеяться. Он отменил казнь и решил изгнать Трибуле. 44. Маяк Тридангар в Исландии. В 10 километрах от южного побережья Исландии, недалеко от острова Вестманаэйр, Тридангар, что в переводе с исландского означает «три скалы», эти скалы торчат из океана на высоту около 34 метров, и добраться до них можно только по воздуху или на лодке при хорошей погоде. Маяк был построен в 1939 году. Возведение такого сооружения на вершине скал в условиях сильных ветров и штормов стало настоящим техническим достижением. Рабочие использовали вертолеты и специальные техники альпинизма, чтобы закрепить материалы и построить маяк. Маяк помогает судам, проходящим через опасные воды у побережья Исландии, избегать рифов и скалистых островков. Из-за своего удаленного и опасного местоположения маяк часто называют одним из самых изолированных в мире. В условиях суровой природы Исландии маяк выглядит почти мистическим,
стоящим на узкой скале посреди бушующих вод. Как и многие другие маяки, Тридангар теперь автоматизирован, и его посещают лишь для технического обслуживания. Постоянных смотрителей в маяке нет, что делает его еще более загадочным и отдаленным местом. 45. Однажды Уинстон Черчилль собирался на радио для выступления перед народом. Заказал такси. Уже перед зданием радио спрашивает у таксиста, может ли тот подождать его полчаса, чтобы ехать обратно. Таксист, не узнав Черчилля, говорит, что не может подождать, так как сегодня выступает Черчилль, и он торопится домой, чтобы послушать его речь. Это понравилось Черчиллю, и он оплатил за проезд гораздо больше, чем было договорено. Таксист посмотрел на эти большие деньги, а потом на самого Черчилля и говорит: «Да пошел он со своей речью, я лучше вас подожду». 46. Самая тяжелая распашная дверь в мире была изготовлена в США в 1979 году. Это огромная металлическая дверь толщиной 2,5 метра и весом 44 тонны, установленная в Ливерпульской национальной лаборатории Лоренса, где занимаются изучением ядерной физики. Несмотря на большой вес, ее может легко открыть один человек благодаря сложной системе поршней. 47. Это один из редких документов, отражающих системный подход Брюса Ли к физической подготовке. Оригинальный список упражнений, составленный 27 мая 1965 года в Хак Кионг Гимназиум, Гонконг. В нем множество упражнений, включая приседания, жим лежа, сгибание рук, работу на запястье и пресс. Все с точными весами, подходами и повторениями. Несмотря на вес в 57 килограмм, Брюс Ли демонстрировал исключительную силу, выносливость и контроль. Результат дисциплины, методичности и философского подхода к тренировкам. Я боюсь того, кто тренировал один удар 10 тысяч раз. Брюс Ли. Это не просто фитнес-программа, это историческое свидетельство того, как формировалась легенда. Сила, выстроенная через структуру, повторение и внутреннюю цель. 48. Несколько примеров урбанистического ада, в котором кому-то приходится жить. 4,4 миллиарда жителей, или около 56% населения Земли, живут в городах. Картина рисуется довольно печальная, но есть и забавные снимки. 49. Верблюд пьет как пресную, так и соленую воду. Он даже может пить воду из мертвого моря, и с ним ничего не случится. Это происходит потому, что почки верблюда фильтруют воду. Они отделяют ее от соли и превращают в пресную питьевую. Верблюд также ест колючки, и они не причиняют вреда его желудку или кишечнику, потому что его слюна растворяет колючки. У верблюда два века. Одно тонкое и прозрачное, другое толстое и мясистое. Когда в пустыне начинается песчаная буря, он закрывает прозрачное веко, чтобы песок не попал в глаза. Верблюд также может менять температуру своего тела. Когда ему холодно, его температура повышается. Когда ему жарко, понижается. Качества, которыми обладает это прекрасное существо, впечатляют. 50. У человека 5 чувств, а у акулы их 7. Зрение, обоняние, слух, вкус, осязание, боковая линия и электрорецепция. Акулы обладают 360-градусным зрением и могут открывать рот до 180 градусов. Глаз акулы способен воспринимать вдвое больше кадров в секунду, чем глаз человека. Укус акулы может произвести давление до 6 тонн на квадратный сантиметр и является одним из самых сильных укусов в мире. Акулы используют электрорецепторные органы чувств, ампулы Лоренцини, чтобы находить своих жертв и ориентироваться в океане.
В течение года у акул может вырастать до 6000 зубов. Если акула теряет или ломает зуб, то он восстанавливается меньше, чем за один день. Зубы у акул расположены рядами. 3 месяца без пищи может жить белая акула. Организм акул может вырабатывать специальные средства для регуляции солености воды. Для уменьшения сопротивления при движении в толще воды вся чешуя акулы, так сказать, смазывается специальным жировым секретом. С помощью рецепторов ампул Лоренцини акула способна улавливать изменения температуры воды до 0,001 доли градуса и может разогревать свою кровь интенсивной нагрузкой мышц во время движения до 11 градусов разницы с водой. В качестве компаса акулам служит электромагнитное поле Земли, изменения которого акулы определяют с помощью своих уникальных рецепторов ампул Лоренцини. С помощью боковой линии, улавливающей все волновые колебания акватории, акула может сама создавать нужные ей колебания воды, обмахивая плавниками изучаемый предмет. С отраженных от него, так сказать, волн, акула может считывать почти всю требующуюся ей информацию о предмете. Вот почему акула обычно кружит вокруг потенциальной жертвы. Акулы умеют блокировать болевые импульсы, чтобы не чувствовать боли. Акула способна обнаружить запах крови, разведенной в морской воде, на расстоянии до 5 километров. Большая белая акула развивает скорость до 65 километров в час. 51. Озеро Кызорен или Кызоринский провал. Карстовое озеро, расположенное в границах района Каратай, в 70 километрах к северо-востоку от города Коньи, Турция. Провал имеет диаметр 228 метров и глубину 171 метр, из которых 145 метров заполнены водой. Уровень плато, на котором находится озеро, 1020 метров над уровнем моря. В 30 метрах от озера располагались руины караван-сарая Обрук-хан. Не так давно они были полностью реконструированы. Этот укрепленный фортпост на торговом пути построен еще в византийскую эпоху, около 1245-1250 годов, и продолжал действовать под властью Османской империи. Размеры здания свидетельствуют о его важности на шелковом пути. 52. Пчелы признаны самыми важными существами на Земле. Пчелы – создания, которые приносят человеку немало пользы. Они дают нам мед, воск, прополис. Однако, как выяснили ученые, роль пчел в нашей жизни гораздо больше, чем мы могли представить. И если пчелы покинут нас, наша жизнь изменится до неузнаваемости. Международная некоммерческая экологическая организация наблюдателей Земли представила в Королевском географическом обществе Великобритании доклад, согласно которому наиболее значимыми для сохранения экосистемы планеты животными являются пчелы. Согласно докладу, тот факт, что многие виды пчел уже пропали с лица планеты, либо находятся в списке исчезающих видов, представляет собой опасность для всей Земли, в том числе для человечества. Согласно данным экологов, от 60 до 90% пищи, которую мы едим, мы получаем благодаря помощи насекомых-опылителей, и прежде всего пчел. Среди продуктов, которые мы не могли бы получать без их поддержки, фрукты, овощи, зерновые и орехи. Это означает, в частности, что по мере снижения численности пчел опасности будут подвергаться и другие виды, включая людей. Возникнет эффект домино, из-за которого их численность будет неуклонно снижаться. Что произойдет, если все пчелы вымрут? Можем рассмотреть это на примере миндальных деревьев. Чтобы на них появлялись орехи, миндаль нуждается в опылении. Во многих странах миндальные скорлупки и шелуха используются в качестве корма для домашней скотины и кур. Без пчел не будет миндаля, а значит, не будет ни скотины, ни кур. А значит, людям достанется меньше мяса, молока и иных продуктов. И это лишь одна из пищевых экосистем, на которую повлияет сокращение или исчезновение пчелиной популяции. Не менее, а то и более значимой потерей станет исчезновение пчелиной индустрии, производства меда, воска, прополиса. Многие экологические группы уже сейчас призывают человечество позаботиться о благополучии пчел.
Помимо естественных факторов, сокращающих их популяцию, таких как заболевания и межвидовые столкновения, на них негативно влияет использование инсектицидов, изменение климата, сокращение численности растений. Если человечество будет заботливее относиться к планете, пчелам будет проще выжить и возрасти в численности. Сохранение пчел важно для каждого жителя планеты. Пчелы – основные опылители. Они опыляют не только цветы, но и другие зеленые растения, а значит, дают нам возможность дышать. Позаботьтесь о них, призывают экологи. 53. Перед нами грандиозное чудо природы – базальтовые колонны в Армении. На первый взгляд может показаться, что это руины древнего храма или творение мифических великанов. Но в действительности столь идеальные геометрические формы создала сама Земля. Миллионы лет назад здесь извергался поток раскаленной лавы. Остывая и постепенно сжимаясь, она раскололась на правильные многоугольные колонны, чаще всего шестигранные. Так возникло то, что сегодня называют симфонией камней. Природный ансамбль, поражающий своей гармонией и величием. Человек, стоящий у подножья этих стен, кажется крошечным по сравнению с могуществом природы. Это напоминание о том, что планета — величайший архитектор, создающий произведения, не уступающие самым смелым замыслам человечества. 54. У рыси лапы настолько большие и пушистые, что они похожи на мягкие тапочки. Эта природная обувь выполняет сразу две важные функции. Тихая поступь. Лапы смягчают шаги, и рысь двигается почти бесшумно, словно тень среди деревьев. Зимняя адаптация. Широкие лапы распределяют вес животного так, что оно не проваливается в глубокие сугробы. Благодаря этому рысь остается незаметным хищником даже в самых суровых зимних условиях. 55. Ньюфаундленды – настоящие спасатели на воде. Они сильные пловцы с врожденным инстинктом помогать людям, оказавшимся в беде. Эти псы могут прыгнуть в воду даже с вертолета или катера, дотянуть человека до берега и тем самым спасти ему жизнь. Благодаря своей силе и доброте они уже спасли тысячи людей по всему миру. 56. Это амазонские рыбы Псевдоринолепис генибарбис, которых перуанцы называют карачама синкостилья, что значит «сом без ребер». У них действительно отсутствуют ребра ниже шестого позвонка. Карачамами в Амазонии называют представителей семейства кольчужных самов. Это крупное, больше 90 родов, семейство из отряда самообразных, распространенное почти повсюду в тропиках и субтропиках Южной и Центральной Америки. Кольчужные самы сплошь покрыты толстой броней из костных пластин, колючих и почти непробиваемых. Кольчужные самы в Амазонии очень многочисленны и живут в реках, старицах и озерах, предпочитая места, богатые гниющей древесиной и всякой разлагающейся органикой. Своим ртом-присоской они как наждаком соскребают слои гнилой древесины и водоросли и заодно засасывают насекомых и других беспозвоночных, которые в ней живут. Поскольку кислорода в таких водоемах мало, карачамы умеют дышать воздухом, заглатывая его, а в сухой сезон перемещаются туда, где больше воды. Многие кольчужные самы роют в берегах рек и озер норы, в которых они прячутся от хищников и мечут икру. Маленькие кольчужные самы живут в маленьких речках, а в реках побольше живут уже серьезные карачамы, внушающие уважением всем перуанцам. Их называют карачама-мама, и они достигают метра в длину. 57. Крупнейшая акула в истории – мегалодон. Об этой акуле многие слышали. Может, даже кто-то что-то о ней знает. Знания, полученные из фантастических фильмов, не в счет. Всего-то 3,5 миллиона лет назад такая акула плавала в морях по всему земному шару.
Длина ее зубов составляла 15-18 сантиметров, и неудивительно, что описавший этот вид в далеком 1843 году американский естествоиспытатель Луи Агасис дал находке видовое название «мегалодон», то есть «большой зуб». К сожалению, ископаемый материал мегалодона сильно фрагментирован. Как и у большинства акул, его скелет состоял в основном из хряща, поэтому львиная доля находящихся в руках палеонтологов окаменелостей – это зубы с незначительной примесью позвонков. Из-за этого оценить его размеры довольно сложно, и в разное время мегалодон бывал то скромным хищником длиной около 10,5 метров, то монструозным сверхгигантом, выраставшим до 25 метров или даже больше. В настоящее время средняя оценка длины этого животного составляет 14-20 метров. Впрочем, вполне возможно, что за 20 миллионов лет существования мегалодона его длина менялась, причем не только во времени, но и географически, то есть разные популяции, живущие по всему Мировому океану, различались размером. В любом случае, не вызывает сомнений тот факт, что мегалодон – самая крупная из известных на сегодняшний день акул-макрохищников, питающихся крупной добычей – различными китами, сиренами, ластоногими, морскими черепахами. Несмотря на солидные габариты, мегалодон должен был быть довольно подвижным животным. В исследовании 2015 года среднюю скорость плавания 48-тонной акулы оценили примерно в 18 км в час. Что же привело этих гигантов к вымиранию? На этот счет существует несколько предположений. От изменений климата на границе плеоцена и плейстоцена отмечалось значительное похолодание океанов, сопровождавшееся падением уровня моря, что лишило мегалодона доступа к теплым мелководьям, до экологических причин, вроде снижения разнообразия китообразных в конце миоцена и конкуренции со стороны хищных млекопитающих. Будучи огромным хищником, мегалодон был чувствительнее к изобилию пищи, чем современная белая акула, так что даже незначительное сокращение пищевых ресурсов могло повлиять на этот вид катастрофическим образом. 58. Священная грязь, живые маски. Искусство Западной Африки. От знаменитых глинобитных мечетей Сахеля до расписных домов Тьебеля в Буркина-Фасо местная архитектура значит больше, чем просто укрытие. Это рассказ о земле, узорах и преемственности. Стиль суданской саванны с толстыми стенами и замысловатыми орнаментами отражает дух сообщества. Маски здесь не просто искусство. В обществах Пора и Санде они символизируют власть, правосудие и связь с духами. Каждая постройка и маска – живой архив, где духовное неотделимо от материального. 59. В конце XIX века в Египет прибыла первая волна туристов, очарованных тайнами древнего мира. Большинство из этих первых посетителей были британцами. Они приезжали к Великой пирамиде Гизы не только для того, чтобы полюбоваться ее размерами и красотой, но и для того, что сегодня строго запрещено. Они поднимались на почти 121-метровое сооружение. Часто они делали это в изысканных викторианских нарядах. Некоторые даже устраивали небольшие чаепития на вершине 4500-летнего памятника. Это увлечение британцев и западных стран Египтом усилилось после открытия Суэцкого канала в 1869 году, значительно облегчившего путешествие в этот регион. В том же году британский предприниматель Томас Кук начал предлагать организованные туры в Египет, способствуя превращению его в одно из первых крупных туристических направлений в мире. Интерес к древней истории Египта вновь возрос в 1920-х годах с открытием гробницы фараона Тутанхамона, что вновь вызвало волну египтомании, охватившую всю Европу. 60. Когда Маяковский собрался ехать в Париж, Лиля Брик составила ему список подарков для себя. «Привези мне рейтузы розовые 3 пары,
Рейтузы черные – 3 пары. Чулки дорогие, иначе быстро порвутся. Духи Рю де Лапе, пудра Юбигант и вообще много разных. Бусы, если еще в моде, зеленые. Платье пестрое, красивое, из креп-жоржета. И еще одно, можно с большим вырезом для встречи Нового года. Очень хочется автомобильчик. Привези, пожалуйста. Мы много думали о том, какой. И решили лучше всех Фордик. 1. Он для наших дорог лучше всего. 2. Для него легче всего доставать запасные части. 3. Он не шикарный, а рабочий. 4. Им легче всего управлять. А я хочу обязательно управлять сама. Только купи непременно Ford последнего выпуска на усиленных покрышках-баллонах с полным комплектом всех инструментов и, возможно, большим комплектом запасных частей. 61. Связь сквозь время. Калязинский радиотелескоп «Наследие космических мечтаний». Радиотелескоп КТ-64 в Калязине, построенный в Советском Союзе для связи с космическими аппаратами, отправленными на Венеру и Марс, стал символом амбициозных космических планов. Его строительство началось в 1974 году, а официально был введен в эксплуатацию в 1992 году. Несмотря на пожар в 2010 году, который повредил оборудование и главную антенну, телескоп был восстановлен через 2 года благодаря Федеральной космической программе. Хотя пилотируемые миссии к Венере и Марсу так и не состоялись, КТ-64 остается на службе, продолжая свою работу в космических исследованиях. 62. Эйнштейн, который считается одним из самых умных людей, когда-либо живших, сказал: «Если с лица Земли исчезнут пчелы, человечеству останется 4 года. Не будет пчел, не будет опыления, не будет растений, не будет животных, не будет человека». До 75% мирового продовольствия производится сегодня благодаря пчелам. Самыми важными животными, которые помогают сохранить экосистему Земли, являются пчелы. Одна пчела за свою жизнь приносит 5 граммов меда. Чтобы получилась ложечка меда, 200 пчел трудятся над его сбором в течение полного рабочего дня. Им нужно собрать с цветков и принести в улей 60 граммов нектара. 200 пчел весят немного, всего 20 граммов. Пчелы живут от нескольких недель до месяцев, за исключением матки. Именно она играет важную роль в пчелиной семье, поскольку воспроизводит потомство. Такая короткая продолжительность жизни пчел обусловлена тяжелым трудом, который ведет рабочая пчелка, добывая нектар. 63. В 1937 году советские авиаторы совершили первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США по маршруту Москва, Северный полюс, Ванкувер. Его длительность составила 63 часа 16 минут. 64. Так называемый носохобот сайгаков охлаждает вдыхаемый воздух в жару и согревает в мороз, благодаря чему эти антилопы спокойно переносят температуры от плюс 55 градусов по Цельсию до минус 45 градусов по Цельсию. 65. В 1980 году IBM представила первый жесткий диск объемом более 1 гигабайта IBM 3380, который вмещал 2,5 гигабайта данных и был размером примерно с холодильник. 66. Анатомически копыто – это очень сильно разросшийся ноготь. 67. В китайском городе Чунцин находится самая глубокая станция метро в мире Хуньян-Цун, 116 метров, и самая высоко расположенная станция метро Хуалонджао, плюс 48 метров. 68.
В Древнем Риме девушек легкого поведения называли волчицами, лупа, а публичные дома – волчарнями, лупанариями. 69. В 1920-х годах аферист Виктор Люстик, выдавая себя за государственного чиновника, дважды продал Эйфелеву башню на металлолом с помощью поддельных документов и оба раза скрылся с деньгами. 70. Европейский Союз заказал, а затем намеренно скрыл результаты 300-страничного исследования, в ходе которого выяснилось, что пиратство не влияет на продажи цифрового контента. 71. Самая распространенная женская работа в США – уход за больными. 72. Фухао, 1260-1192 года до нашей эры, была женщиной военным генералом в Древнем Китае. Она использовала свое положение одной из 64 жен короля Удина, чтобы сделать военную карьеру и возглавить несколько победоносных кампаний. 73. Фрэнсис Форд Коппола вложил более $100 миллионов собственных средств в свой фильм «Мегаполис». Однако его кассовые сборы составили всего $14,4 миллиона. 74. Утконосы охотятся при помощи электрорецепторов, ныряя и улавливая электрические импульсы от движения креветок и головастиков в воде. 75. Фердинанд Магеллан на самом деле не успел завершить свое кругосветное путешествие, поскольку был убит на Филиппинах. Экспедицию завершила команда из 18 выживших моряков под руководством Хуана Себастьяна Элькано. 76. Так называемые лайки вызывают всплеск дофамина, что, в свою очередь, способствует развитию зависимости и вынуждает людей заходить в соцсети вновь и вновь. 77. Большую часть времени ближе всего к Земле находится Меркурий, а не Венера. 78. Самая крупная морская катастрофа в истории произошла в 255 году до нашей эры, когда шторм потопил почти 700 римских кораблей, 384 боевых и 300 транспортных, неподалеку от Сицилии. Погибло 100 тысяч человек. 79. Когда Мана Ашеда играла юную Мако в «Тихоокеанском рубеже», у режиссера Гильермо дель Торо он разрешил ей называть себя Тоторо-сан, потому что девочка не могла выговорить его имя. 80. Человеческое сердце может долго жить вне организма, если созданы необходимые условия – стабильная температура, снабжение кислородом и питательными веществами и так далее. 81. 30 июля 1916 года грузовой вагон, загруженный взрывчаткой, взорвался на складе боеприпасов в гавани Нью-Йорка. Взрыв был зафиксирован как землетрясение магнитудой 5,5 и ощущался в Филадельфии, в 90 милях от места происшествия. 82. По закону, в общественном туалете Пекина должно быть не более 2 мух. 83. Зоя Рот, известная по интернет-мему «Девочка-катастрофа», продала культовое изображение себя, смотрящей в камеру на фоне горящего дома, коллекционеру, заработав более $480 тысяч США. 84. Скорость самого сильного зафиксированного порыва ветра на Земле – 475 км в час. 85.
Левис рекомендует стирать джинсы после каждых 10 надеваний. 86. Хенегуя сальминикола, 8-миллиметровый рыбный паразит, единственное известное животное, которому для жизни не нужен кислород. 87. Орсону Уэллсу было всего 25 лет, когда он написал сценарий, срежиссировал и сыграл главную роль в фильме «Гражданин Кейн», который сегодня считается одним из величайших фильмов всех времен. 88. Пространство между ноздрями называется колумелла. 89. Терренс Кроуфорд, непобежденный профессиональный боксер, завершивший карьеру в 2025 году, за 17 лет ни разу не был отправлен в нокдаун и не потерпел ни одного поражения. 90. В своем дебютном фильме «Геркулес в Нью-Йорке» 1970 год Арнольд Шварценеггер был представлен как Арнольд Стронг, Арнольд Сильный. 91. Первым коммерческим товаром, с которого был отсканирован штрих-код, стала упаковка жевательной резинки Wrigley's Juicy Fruit. Это произошло 26 июня 1974 года в супермаркете «Марш» в Трое, штат Огайо, США. 92. По сюжету фильма «Девчата» главной героине Тоси всего 18 лет, но исполняющей ее роль Надежде Румянцевой на тот момент было уже 30. 93. Фильтр для воды Life Straw позволяет пить воду прямо из загрязненного источника. Компактный и простой в использовании, он очищает воду с помощью микроскопических пор, задерживающих бактерии и микропластик. Заявленный ресурс фильтра до 4000 литров. Этого хватает одному человеку примерно на 3 года. 94. Когда принц Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер, она расхохоталась, поскольку решила, что это шутка. 95. Стекло можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества. 96. В парижских катакомбах, подземных тоннелях, расположенных под Парижем, покоится около 6 миллионов скелетов. 97. В 1783 году первые живые существа, успешно поднявшиеся в воздух на воздушном шаре, овца, утка и петух, были запущены перед Луи XVI и Марией Антуанеттой в Версале. Они преодолели полет длиной около 3 километров примерно за 8 минут и благополучно приземлились. 98. Люди, перенесшие тяжелую психологическую травму, например, утрату близкого человека, зачастую после этого становятся сильнее и увереннее. В психологии это явление называется посттравматический рост. 99. В 2013 году книга рекордов Гиннесса попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга, защищенная авторским правом в истории. 100. Мемориал Титаника в Вашингтоне посвящен мужчинам, которые во время катастрофы 1912 года отказались от мест в спасательных шлюпках, предоставив их женщинам и детям. Из 531 женщины и ребенка, находившихся на борту, удалось спасти около 70%, тогда как среди мужчин выжили лишь около 20%. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео.
И только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти 2 пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 101. Во время Великой Французской революции во Франции ввели десятичное время. Сутки в этой системе делились на 10 часов, а каждый час на 100 минут, каждая из которых, в свою очередь, делилась на 100 секунд. Система продержалась всего 2 года. 102. В 1898 году Никола Тесла заставил толпу людей поверить, что они могут управлять лодкой, выкрикивая команды. На самом деле, все манипуляции с лодкой производились при помощи радиоуправления. 103. Суперклей или цианоакрилатный клей применяется в медицине для закрытия ран без швов. Во время войны во Вьетнаме его использовали для быстрой остановки кровотечения. Кроме того, скалолазы и музыканты применяют его для защиты кончиков пальцев. 104. Казино имеет право выгнать вас, если вы выигрываете слишком много, даже если вы не жульничаете и не делаете ничего запрещенного. 105. В 1979 году американский спутник зафиксировал двойную вспышку света в районе Индийского океана. Ученые считают, что она была вызвана ядерным взрывом, однако ни одна страна официально не заявляла о проведении испытаний. Предполагается, что это мог быть секретный ядерный тест Южной Африки и Израиля. Событие получило название «Инцидент Вела» по имени спутника Вела 6911. 106. Существует очень редкая генетическая мутация, при которой человек не способен чувствовать боль, страх и тревогу. 107. Сейчас вы видите карту, по которой планировали атомную бомбардировку Хиросимы. 108. У рыб из рода крокодиловых белокровок нет красных кровяных телец. Это единственный известный род позвоночных с прозрачной, бесцветной кровью. А еще у них длинные морды, как у крокодилов. 109. Максимальная скорость падающей капли дождя — 32 км в час. 110. Самый быстро движущийся объект, созданный людьми — космический аппарат Parker Solar Probe, скорость которого в мае 2021 года достигла 150 км в секунду, и это всего 0,05% скорости света. 111. Всего через несколько дней после гибели «Титаника» одна из выживших, актриса Дороти Гибсон, снялась в немом короткометражном фильме «Спасенные с Титаника». Причем была в том же платье, что и в ночь крушения. 112. Существует вид бильярда, столы для которого не имеют луз – карамболь. 113. Урчащий звук, который издает ваш живот, называется барбаригмус. 114. Голуби способны разгоняться до 100 км в час,
за 2 секунды. 115. В 1637 году кардинал Ришелье приказал закруглить все кинжалы, использовавшиеся за едой. По одной из версий, он боялся покушения, по другой – хотел отучить гостей от ковыряния в зубах. Так появился столовый нож. 116. В 2013 году Миланский суд приговорил бездомного мужчину к домашнему аресту. Каждую ночь полиция приходила к его спальному мешку, чтобы проверить, на месте ли арестованный. 117. Первый портрет, созданный с помощью искусственного интеллекта и проданный на аукционе, портрет Эдмона де Белами. В 2018 году он был продан более чем за $432 тысячи. 118. Некоторые пауки, например, крестовики, ежедневно поедают нити своей паутины в тех местах, где требуется ремонт, и таким образом восполняют часть запаса требуемых белков, чтобы плести новые нити. 119. Где-то посреди Тихого океана есть острова разочарования, названные так в 1765 году британским исследователем Джоном Байроном, обнаружившим, что туземцы относятся к нему враждебно. 120. Исполнительницы главных партий в балете могут износить 2-3 пары пуантов за одно выступление. 121. В 1890-х годах британский промышленник Эдвард Уоткин начал строить в Лондоне башню, которая должна была затмить славу Эйфелевой. Но денег у него хватило только на первый этаж. В 1907 году построенный огрызок башни взорвали. 122. Во время съемок фильма «Аватар. Путь воды» Кейт Уинслет установила рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой среди исполнителей главных ролей на экране – 7 минут 15 секунд, превзойдя предыдущий рекорд Тома Круза в 6 минут. 123. Картечница Гатлинга, одно из первых автоматических орудий, была изобретена с гуманитарной целью. Ее создатель, Ричард Гатлинг, считал, что скорострельное оружие поможет сократить число солдат на поле боя и таким образом спасет жизни. 124. В 1974 году Северная Корея импортировала из Швеции 1000 седанов Volvo, а также заводское оборудование, общей стоимостью $70 миллионов, но так и не заплатила за них. 125. Некоторые люди рождаются с 2 аппендиксами. 126. Археадия – семейство пауков, питающихся исключительно другими пауками, за что их прозвали убийцами пауков. А другое их прозвище – пауки-пеликаны, происходит от того, что у этих пауков есть шея, изогнутая на манер пеликаньей. 127. Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году, что делает его наиболее молодым международно признанным государством в мире. 128. Эволюция человека продолжается. У эмбриона в руке формируется срединная артерия, которая обычно исчезает до рождения. Однако, если в конце XIX века она сохранялась у 10% взрослых, то сегодня уже у 35%. Возможно, из-за потребности в лучшем кровоснабжении руки и большей подвижности пальцев. 129. Мозг не чувствует боли. При проведении большинства операций на открытом мозге пациент остается в сознании.
Только так хирурги могут быть уверены, что когнитивные функции не страдают. Перед вмешательством в мозг не вводят анестезию. Она ему не нужна. 130. Второе слово в названии растущего в Англии растения Carpatio sorbus admonitor переводится с латыни как «предупреждающий», но связано не с опасностью, а с местом находки. Первый образец обнаружили в парковочном кармане шоссе в Девоне у знака «No Parking». 131. С 1497 года протоколы заседаний британского парламента и принятые законы хранятся в основном на свитках настоящего пергамента из шкур телят. Бумага разрешена только с 2017 года. 132. Первый современный кроссворд создал американский журналист Артур Уин. Он был опубликован 21 декабря 1913 года в воскресном выпуске газеты New York World. 133. Всего 7 минут использования нельзяграмма достаточно, чтобы испортить пользователю настроение, было установлено в ходе одного из экспериментов. 134. США и СССР имели прямое боевое столкновение во Второй мировой войне. 7 ноября 1944 года над Нишем, Югославия, американские самолеты по ошибке атаковали советскую колонну. Погибли 34 человека, включая генерал-лейтенанта Григория Котова. В ответ советские летчики сбили несколько американских самолетов. Инцидент был признан ошибкой и не получил публичной огласки. 135. 2500 лет назад царь Ксеркс возвел переправу через пролив Геллеспонд, Дарданеллы. Однако буря ее смела. В ответ Ксеркс велел наказать пролив. Море получило 300 ударов бичом. 136. Люди Герреро в Намибии видели различия между зеленым и синим, однако использовали для обоих одно название, полагая, что давать разным оттенкам одного цвета разные имена было бы нелепо. 137. На улицах средневекового Парижа было столько фекалий, что некоторые из них получили название, происходящее от французского слова «мерд» – фекалии. Рю Мердо, Рю Мердле, Рю Мердусон, Рю де Мердон и Рю Мердьер. 138. Во время Второй мировой войны американцы планировали перекрасить гору Фудзи в черный цвет, чтобы напакостить японцам, но потом от этой идеи отказались. 139. Когда паук плетет паутину, его ноги работают автономно, без участия мозга, самостоятельно считывая окружающую среду. 140. В немецкой письменности есть уникальная буква «СZ», используемая только в немецком языке. Она передает глухой звук «С». 141. Семья Фордов из США более 140 лет сохраняет и передает из поколения в поколение фруктовый кекс, испеченный Фиделией Форд в 1878 году. 142. Царь-колокол, гигантский колокол весом более 200 тонн, отлитый по приказу императрицы Анны Иоанновны в память об ее царствовании, никогда не использовался по назначению. 143. Генара Перес Вильямиль, испанский живописец романтизма, мастер архитектурного пейзажа. Его картина «Вид интерьера собора» передает величие готического храма, арки, свет сквозь витражи и ощущение бесконечности.
Художник соединяет точность деталей с поэтической экспрессией, превращая собор в символ вечности, а человека в малую часть этого мира. Произведение хранится в галерее Кайлюс, Мадрид. 144. В бескрайних ледяных просторах Аляски фотограф Крис Лукенбах сумел поймать удивительный момент. Белый горностай, словно оживший снежок, весело скакал по замерзшей глади. Его пушистый зимний мех почти полностью растворяется в пейзаже, превращая зверька в призрачную тень среди холодных сугробов. Летом этот ловкач щеголяет в бурой шубке, а с приходом зимы облачается в белоснежный наряд. Такая перемена не просто прихоть природы. Она помогает горностаю становиться одновременно незаметной жертвой и невидимым охотником. 145. Сельдяной король. Его прозвали рыбой конца света не из-за яда, клыков или свирепости, а потому что он просто возникает. Словно призрак, сотканный из света и ужаса, он безмолвно всплывает из чернильных глубин океана, заставляя мир затаить дыхание. Легенды гласят, что сельдяной король — вестник катастроф, цунами, землетрясений, наводнений и гибели тысяч. Знакомьтесь, это он, морской монарх. Сельдяной король или ремнетел — существо, от одного вида которого кровь стынет в жилах. Этот гигант достигает 11 метров в длину, высота 4-этажного дома. Самая длинная костистая рыба на планете. Его серебристое тело, лишенное чешуи, скользит в воде, подобно сияющему клинку. Кроваво-красные плавники и пылающий гребень на спине придают ему поистине королевский вид. Кстати, к селедке он никакого отношения не имеет. Название прилипло из-за редких встреч рядом с косяками сельди, где его посчитали предводителем. На деле ремнетелы — представители отряда апахообразных. Живет этот властелин в сумеречной зоне Атлантического и Тихого океанов, на глубинах от 200 до 1000 метров. Там, в царстве холода, мрака и чудовищного давления, он парит с достоинством. Плавать, как обычные рыбы, он не умеет. Его крошечные плавники не способны толкать гигантское тело. Вместо этого король, так сказать, стоит в воде вертикально, мордой вверх, хвостом вниз, стабилизируя себя легкими движениями. Сельдяной король — игрушка стихии. Штормы, течения или болезни выталкивают его на поверхность, где он и становится вестником бед. Выброшенное на берег тело гиганта потрясает воображение, подпитывая мифы о его зловещей роли. Но ученые развенчивают легенды. Короли не предсказывают катастрофы, а становятся их жертвами. Их выбрасывает на берег во время бурь, а люди потом связывают это с бедами. В обычной жизни ремнетелы равнодушны к суете человечества. Они величественно зависают в толще воды, питаясь крилем и мелкой добычей, которую фильтруют, не утруждая себя погоней. Активная охота не их удел, ведь двигаться целенаправленно они почти не способны. Как же они находят друг друга в кромешной тьме? Ученые выяснили, что в их коже есть фотофоры, клетки, меняющие яркость окраски. Вероятно, это помогает им, так сказать, переговариваться и находить партнеров. Размножение у королей простое. Икру отметали, и все, потомство предоставлено само себе. Мальки появляются через 3-4 недели, уже похожими на миниатюрных монархов. И, несмотря на свою кажущуюся уязвимость, живут эти гиганты до 25 лет. Сельдяной король — загадка океана, символ его тайн и величия. Не пророк бед, а лишь молчаливый странник глубин, чья жизнь — это баланс между грацией и беспомощностью. 146. Завтрак — это обман. Вас заставили в него поверить. Утренний прием пищи не самый важный, он просто выгодный для компаний, которым нужно продавать хлопья, тосты, бекон, апельсиновый сок и йогурты. То, что вы едите утром, результат маркетинговых кампаний. Но кто нас заставил завтракать? До XIX века люди ели, когда хотели. В
В Европе крестьяне могли пропускать утреннюю еду, а аристократы устраивали первый прием пищи ближе к полудню. В России многие ограничивались куском хлеба или ели около 11 утра, когда уже работали. Не было четкого понятия завтрака, был просто прием пищи, когда удобно. Но все изменилось с появлением промышленной еды. В XIX веке доктор Джон Келлог, верующий в аскетизм, придумал хлопья как способ сдерживать человеческие плотские желания. Его компания начала продавать их как легкий и полезный завтрак. Позже маркетологи убедили всех, что завтрак нужен, и, конечно, только из их продукции. В 1920-х годах американцы ели мало мяса утром, продажи бекона падали. Тогда мясные компании наняли Эдварда Бернейса, гениального манипулятора, который умел менять общественное мнение. Бернейс провел опрос среди 5000 врачей и получил нужный ответ – плотный завтрак полезен. После этого он развернул кампанию, убеждая американцев, что яйца с беконом – идеальный утренний рацион. Врачи, так сказать, подтверждали, газеты писали, люди верили. Продажи бекона взлетели. Завтрак – многомиллиардная индустрия. Производители йогуртов, гранолы, каш и соков продолжают рассказывать, что без их продуктов утро будет неправильным. Есть или не есть утром – ваш выбор. Если вы не голодны, вам не нужен завтрак. Если вам удобнее есть позже, это нормально. Ваше тело знает лучше, чем реклама. 147. Представьте, вы теряете палец, а через пару недель он отрастает заново, без шрамов, без операций, как будто ничего и не было. Звучит как фантастический день в далеком будущем. Для человека – да, а для аксолотля это обычный вторник. Он может не только отращивать конечности, но и восстанавливать сердце, позвоночник и даже мозг. И не он один. В природе немало подобных организмов. Ящерицы, саламандры, морские звезды, гидры – все они мастера регенерации. Почему же человек не умеет так же? Ведь у нас в ДНК есть механизмы регенерации, но они спят и работают только пока мы в виде эмбрионов. Эволюция пошла другим путем. Вместо суперспособности к восстановлению мы получили мощный иммунитет, теплокровность и сложную биологию. У нас вместо регенерации рубцевание тканей. Ирония в том, что наш иммунитет, защищая нас от бактерий и вирусов, мешает полноценной регенерации. Что ж, человек может отчасти компенсировать нехватку регенерации за счет науки, и регенеративная медицина бурно развивается. 148. Гриб-ушкоед. Лесной обжора, без которого леса бы погибли. Это крайне интересный персонаж, без которого хвойные леса погибли бы в собственном мусоре. По стилю жизни ушкоед, по-научному Аурискальпиум вульгаре, сильно отличается от своих собратьев. Он не лезет на стволы, не претендует на трухлявые пни, его дом и столовая – это упавшая сосновая шишка. В ходе эволюции гриб-ушкоед нашел себе идеальную нишу. Он отказался от конкуренции с другими видами, научившись жить и питаться тем, от чего все другие грибы гибнут. Другие грибы держатся от шишек подальше, так как в них присутствует в большом количестве смолы и антигрибковые вещества. Ушкоед же разбирает смолистую броню шишек специальными ферментами, которые выработались у него в ходе эволюции. Гриб за сезон съедает шишку, при этом не трогает семечки, не мешая им прорастать. Шишку он разлагает, часть съедает, а часть уходит в почву в виде удобрения. Фактически, этот грибок помогает семенам, очищая их от шишки и высвобождая питательные вещества в почву. Без этих грибов шишки бы копились в лесах в огромном количестве, замусоривая территорию. Да и деревьям прорастать было бы трудно. И еще очень важный момент, который делает этого мелкого трудягу таким полезным для леса, он резко снижает пожароопасность. Представляете, что бы творилось в лесу, заполненным шишками, просушенными летом? Риски лесных пожаров выросли бы в десятки раз, а ушкоед все это убирает. Его зубчики – тоже интересная адаптация. Спороносная поверхность гриба
покрыта тысячами крошечных выростов длиной всего 1-3 мм. Каждый зубчик, по сути, представляет собой миниатюрную споровую фабрику. Так ему удается использовать максимально эффективно свою поверхность, чтобы производить споры на своем относительно маленьком тельце. В отличие от большинства грибов, он целиком полагается только на разбрасывание спор, поэтому и возникла такая хитрая адаптация. 149. На высоте свыше 5000 метров в окрестностях Эвереста фотографу Китии Павловски посчастливилось заснять редчайшего хищника – снежного барса. Этих таинственных призраков гор увидеть невероятно сложно. Они мастерски сливаются с камнями и снегом, оставаясь невидимыми для человеческого глаза. Один удачный кадр словно подарок судьбы, ведь за всю жизнь далеко не каждому удается встретить этого величественного зверя. Настоящее сокровище Гималаев. 150. В советских детских садах малышей укладывали спать на улице, даже в сильный мороз. По мнению советских медиков, сон на свежем воздухе в зимнее время способствовал улучшению аппетита, насыщению организма кислородом, укреплению иммунитета и повышению сопротивляемости вирусным инфекциям. На морозном воздухе дети засыпали практически сразу, и воспитателям не приходилось тратить много времени на их укладывание. Малышей тщательно укутывали, используя специальные спальники из овечьей шкуры, которые надежно защищали их от холода и обеспечивали доступ свежего воздуха. Единственным минусом сна на улице можно считать то, что родителям потом было довольно сложно уложить малышей спать в комнате. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 малоизвестными фактами, которые вы даже не знали. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Огненный водопад в Америке. Каждый февраль в Йосемите природа устраивает шоу, которое спокойно могло бы выиграть Оскар за спецэффекты. На пару вечеров водопад Horsetail Falls превращается в настоящий огненный поток. Кажется, будто по скале течет раскаленная лава. Но секрет прост. Закатный свет, падающий под идеальным углом, окрашивает струи воды в ярко-оранжевые и красные тона. Фокус держится всего 10-15 минут и случается лишь при 3 условиях: много талой воды, идеально чистое небо и нужный февральский закат. Успел застать, считай, повезло. Вот такими у нас получились 150 малоизвестных фактов, которые вы даже не знали. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.